Всех приветствую. Обзор-анализ прогноз криптовалют. Сегодня важный день, сегодня будут повышать ставку ФРС в США. Я думаю, вчера вы могли уже убедиться, как может резко увеличиться волатильность и подскочить цена, когда публикуют положительные данные. Вчера это был индекс потребительских цен. По прогнозу должен был быть процент 7,3, но фактически вышло еще лучше – 7,1%. Сразу в начале ролика напомню, что сегодня в 10 часов вечера и в 10:30 будет такой большой блок, который может существенно повлиять на цену биткоина и других рынков. Сперва будет заявление ФОМС, потом будет решение оглашено по процентной ставке, будет ли повышение на 0,5 пунктов, либо на 0,25, что естественно положительно скажется на битке. Ну и в 10:30 послушаем пресс-конференцию ФОМС. Оттуда можно будет почерпнуть информацию, что планируется на следующий год. Хочу порекомендовать вам международную криптовалютную биржу BitGet, которая успешно работает уже с 2018 года. BitGet входит в топ лучших бирж мира по объему торгов деривативами по версии CoinMarketCap и CoinGecko. Биржа не поддерживает дискриминацию по национальному признаку и не накладывает ограничений только из-за факта проживания в той или иной стране, в том числе России и Беларуси. К тому же для торговли на споте и фьючах не нужно проходить процедуру KYC и подтверждать свою личность документами. Что касается торговли криптой, то на бирже есть несколько различных способов. Маржинальная торговля фьючерсами с расчетом в USDT, USDC, либо биткоине, эфириуме и рипле в качестве универсальной маржи. Есть классическая торговля на споте, но без комиссии. Есть сеточная торговля. Торговый бот будет 24/7 совершать сделки по заранее настроенному алгоритму, автоматически открывая позиции и фиксируя прибыль на малейших движениях рынка. Также есть копи-трейдинг. Можно просматривать статистику трейдеров, выбрать наиболее прибыльного и стабильного и подписаться на автоматическое повторение его сделок. Либо можно самому стать трейдером, на которого будут подписываться и дополнительно зарабатывать еще и на этом. Если же вы еще новичок, то можно начать торговать в разделе демо-трейдинг, не рискуя своими средствами, а используя демо-фьючерсы. Свою же крипту можно направить, например, в стейкинг, который будет приносить до 20% годовых пассивного дохода. Также на BitGet есть P2P площадка для удобного пополнения и вывода средств с помощью банковских карт без комиссии. Для тех, кто хочет максимально выгодно начать торговлю на бирже BitGet, в описании к видео есть ссылка, дающая кэшбэк в 20% на торговую комиссию. Регистрацией по ссылке вы также поддерживаете и мой канал, поэтому заранее благодарю. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BitGet. Есть уже предположения, вот, например, Goldman Sachs выкатили свои предположения, как будет меняться процентная ставка в 2023 году. В декабре они сейчас ожидают повышения на 50 базисных пунктов, и уже со следующего раза, то есть с февраля, планируют, что повышение будет лишь на 25. По их мнению, 3 раза подряд будет повышение на 0,25%, и в мае будет достигнута окончательная цель. Вот такие предположения выкатывает у нас Goldman Sachs. Ну а мы давайте посмотрим, как у нас пострадали шортовые позиции на таком резком росте цены. И мы видим, что большого-то расстройства и не было. Цена преодолела локальный хай. Да, видим рост шортовых ликвидаций, но, скажем честно, не критично. Нужно выносить еще выше. Лонговых ликвидаций по-прежнему нет, потому что вниз резко цена не простреливала. Перед тем, как перейти к новостному блоку, давайте посмотрим наше последнее боковое движение на битке. В одном из предыдущих роликов я показывал данное накопление, данную аккумуляцию по Вайкофу. Вот этот мелкий выстрел у нас был в фазе Б, затем боковик продолжился, у нас случилось точно так же. Небольшой боковик в фазе С, здесь у нас также он наблюдается. В фазе Д мы увидели рост и еще раз движение в бок. Все прям как у нас, рост, движение вправо в боковом с низкой волатильностью. И сейчас, если данное накопление было завершено, то после этого по Вайкофу ожидается дальнейший рост. У нас пока все так и происходит. Но мы давайте перейдем к новостям, долго задерживаться не будем. В последние дни было две большие темы, естественно, кроме ставки ФРС и инфляции. Это то, что Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, задержали на Багамских островах, где он и находился. Там его арестовали по запросу правительства США. Есть даже видео ареста Сэма, как его выводили из здания. Все серьезно, и вот Бэнкману-Фриду отказали в выходе под залог. Он хотел выйти, заплатить $250 тысяч, что в принципе законно, но его не отпустили, потому что побоялись, что он может сбежать. Как они говорили, это был высокий риск побега. И теперь до вынесения суда, если ничего интересного не произойдет,
и все будет по плану, Сэм просидит до 8 февраля 2023 года. Выкатили ему множество обвинений. Вот SEC, например, обвинил его в мошенничестве с помощью FTX. Его обвинили в обмане инвесторов с использованием средств клиентов торговой платформы. Согласно иску, как минимум с мая 2019 года FTX привлекла более 1,8 миллиардов долларов, в том числе около 1,1 миллиарда от примерно 90 американских инвесторов. Он заявлял, что компания безопасная, ответственная и отмечал сложные автоматизированные меры защиты, чего, как оказалось, не хватило. Были ли они вообще? И если были, то этого не хватило, чтобы защитить деньги инвесторов от этого кудрявого парня. В ведомстве заявили, что Бэнкман организовал многолетнюю мошенническую схему для сокрытия от инвесторов FTX перенаправления средств клиентов в Alameda Research и предоставил Alameda безлимитную кредитную линию на бирже. Еще одна конторка CFTC также подала иск против Сэма. Комиссия по срочной биржевой торговле США подала в суд на основателей FTX и Alameda Research за нарушение закона о товарных биржах. Они заявляют, что были использованы незаконно клиентские средства для личного потребления и извлечения выгоды. Руководители FTX и Alameda Research даже покупали на эти деньги элитную недвижку, делали политические пожертвования и другие нецелевые траты. Суд в США раскрыл пункт обвинения против Сэма Бэнкмана-Фрида. Его обвиняют в 8 уголовных преступлениях. Согласно документу, Сэм вступил в сговор с партнерами для обмана, незаконного присвоения средств клиентов торговой платформы и их использования для оплаты расходов и долгов Alameda Research. Среди пунктов обвинения также есть отмывание денег и нарушение законов США о финансировании политических кампаний. Сэм якобы делал пожертвования от имени других людей для обхода годового лимита в размере 25 тысяч долларов. И по всем этим обвинениям Сэму грозит до 115 лет заключения, если по всем делам его вина будет доказана. Как пишет Bloomberg, новый генеральный директор FTX говорит, что невозможно компенсировать все потери клиентов. Да, хоть его и взяли за одно место на Багамах, но денег-то уже и нет. Все, что они смогли пока найти, все, что смогли выручить, не хватит для того, чтобы покрыть все убытки всех клиентов. Сами же Багамские острова и Багамский регулятор ценных бумаг критикуют нового генерального директора FTX за искажение. Они заявляют, что если бы не они, Сэма бы вообще никто не взял. И заявляют, что новый гендир покрывал Сэма и мешал расследованию. Также они сообщили, что в их распоряжении есть кое-какие средства биржи FTX. И владеют они этими активами только в качестве доверенного лица. В конечном итоге они будут распределены между кредиторами и клиентами FTX, где бы они ни находились в соответствии с постановлением суда. Но это лишь малая часть денег. Что же касается, например, денег, которые были пожертвованы Белому дому. Так вот, Белый дом молчит о том, вернет ли он 5,2 миллиона долларов, которые были переданы в виде пожертвований Сэма. Им задали этот вопрос, и представитель Белого дома, по сути, ничего не ответил, ни да, ни нет, поэтому так и непонятно, будут ли возвращать эти деньги. Скорее всего, эти деньги уже давно потрачены, и их нет. Теперь вторая большая тема – это FAT против Binance. Большой такой пул негативных новостей вылился на биржу Binance. СМИ узнали о разногласиях в Минюсте США по обвинению против руководства Binance. Эти разногласия задерживают завершение уголовного расследования в отношении криптовалютной биржи. Об этом сообщают, основываясь на неназванные источники. По сути, вбросы. По их словам, заведенное в 2018 году дело касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег и санкций США. В процессе участвуют сотрудники 3 подразделений Минюста. В общем, большой длинный наезд, который начался еще с 2018 года. И, естественно, Binance от всего открещивается, говорит, что они белые пушистые. Ну и вишенка на торте — это твит Чан Пенджао. Он написал, что да, некоторые СМИ до сих пор работают на «и подставьте любое ругательное слово». Но FAT новости хорошо сработали, многие побежали забирать деньги с Binance. Чистый отток стейблкоинов из Binance за сутки достиг 3 миллиардов долларов. Так всегда происходит, все уже научены горьким опытом с FTX, с Terra Luna, что в принципе вспомнил и Чан Пенджао. Он заявил, что да, оттоки достаточно большие, но на крахе Terra Luna оттоки были гораздо больше. Поэтому, по его словам, биржа работает в штатном режиме. Если же посмотреть статистику, что происходит с битками на биржах, то
вывод, естественно, усилился. Это все резервы биткоина на всех биржах здесь показаны. Как только пахнет жареным, сразу же битки выводят с бирж. Это у нас на крахе FTX, потом вроде все устаканилось. И сейчас снова пошел резкий вывод на FAT-новостях о каком-то негативе с Binance. Однако же, если смотреть выводы именно Binance, здесь у нас представлен биткоин и эфириум, мы видим, что да, выводы были, но это вот такая вот небольшая палочка вниз. В целом, за последний год и за последние месяцы на Binance зафиксированы притоки средств, притоки битка. И больших выводов не видно как битка, так и эфириума. Уместно ли сравнивать Binance и FTX? Вот, например, как выглядят притоки стейблкоинов на бирже у Binance. В целом, поступательные такие вводы, все стабильно, растет. Да, в последнее время пошел вывод. У FTX это были такие скачкообразные, просто пампы какие-то. И в конечном итоге слив. Сразу видно большое различие в этих двух графиках. Tether также сделал заявление. Компания Tether прекратит выдачу кредитов под залог USDT. В ответ на недавнюю атаку СМИ компании Tether, эмитент стейблкоина USDT заявил, что в течение следующего года сократит обеспеченные кредиты в резервах USDT до нуля. Tether пояснила, что кредиты, обеспеченные стейблкоинами, работают аналогично кредитам частных банков, использующих залоговое обеспечение. Однако, в отличие от банков, которые работают с частичными резервами, кредиты Tether обеспечены более чем на 100%, утверждает компания. В общем, они заявили, что у них все прекрасно, но на всякий случай хотят подстраховаться и заранее как-то не дать возможность публиковать FAT-новости в свою сторону. Давайте теперь посмотрим график, что происходит на графике биткоина. Думаю, остальные монеты смотреть незачем, лучше дождаться, когда будет оглашена ставка ФРС сегодня вечером, и посмотрим уже после результатов, после того, как график, так сказать, пошатает, можно будет уже делать какие-то прогнозы по альтам. Но биток глянем. В последнем прогнозе мы находились вот здесь. Отмечал зону, куда мы можем прийти. При первом пампе мы эту зону отработали. Все нормально. Все пошло по плану. Это у нас была зона расчетная, и мы пришли точно в самый низ этой зоны. Ровно в 18 тысяч. Также данная зона отработала, но пока ее удалять не буду, оставлю. Что же касается последнего движения, если мы находимся вот здесь в волне 5, то велика вероятность, что у нас может быть закончен вот этот импульс, который начался пока от дна, предполагаемого дна. Что можно здесь предположить локально? Данное движение очень похоже на 1, 2, 3, 4, и еще будет один заброс 5. Это уже будет пятое в пятый, в пятый, в пятый, что в принципе не торгуется. Здесь уже какое-то казино. Я могу предположить лишь, что мы сделаем еще один заброс, образуем здесь дивергенцию на индикаторе, пока ее нет на часовике. На объемах будет дивер, и уже отправимся вниз. После того, как мы получим информацию сегодня вечером о процентной ставке, в следующих видео обновлю прогноз. Пока, конечно, я бы не торговал сегодня, потому что вечером может быть все, что угодно. Вроде бы ожидания хорошие, вчера вышла хорошая информация, помпанулись. Сегодня, если мы увидим повышение на 0.5, либо вообще на 0.25, то улететь можем еще выше. Но, судя по моей структуре, почему-то здесь видится больше движения вниз. Поэтому здесь у меня какое-то небольшое противоречие. Вроде информация должна быть положительная, рынок должен вверх полететь, но структура говорит об обратном. Посмотрим, что отыграет и что у нас покажет рынок. Давайте посмотрим индекс доллара, что он у нас показывает на дневках. Я предположил, что мы пошли вниз. В принципе, так все и прошло. Стрелочку можно убирать. Видим уже здесь дивергенцию на индикаторе, что у нас на 4 часах. Тоже напрашивается небольшой отскок наверх. Это, в принципе, коррелирует с битком. То есть биток скорректируется вниз. Индекс доллара скорректируется наверх. Затем дальше вниз. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BitGet. Всем удачной торговли и счастливо!